Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу о том, как я сделал этот настольный светильник. За основу я взял вот этот картонный макет, который я уже показывал в предыдущих роликах. Итак, начнем. Для начала я разобрал макет на детали. Их я буду использовать в качестве шаблонов для будущего изделия из металла. Я решил начать с изготовления рамки. Для начала нужно отмерить медные трубки нужной длины. Резать я их буду на торцовочной пиле. В верхней части рамки предусмотрен медный купол, напоминающий перевернутый цветок. Для его изготовления перевожу по шаблону 8 деталей. Вырезаю детали при помощи электро- и ручных ножниц. Выравниваю края деталей при помощи машинки. Прогреваю получившиеся детали, чтобы придать им мягкость. Начинаю подгонку рамки под нужный рисунок. Силуэт должен напоминать восточную арку. Отмечаю углы обрезки трубок при помощи маркера. Затем скрепляю трубки проволокой и начинаю пайку. То же самое проделываю со всеми трубками. Чтобы собрать медный купол, спаиваю все элементы одной точкой. Загибаю их и подгоняю друг к другу. Припаиваю лепестки один за другим.
Затем шлифую швы углошлифовальной машинкой. Произвожу окончательную подгонку и сборку рамки. Теперь рамку нужно установить на импровизированный пьедестал. Для этого использую МДФ. При помощи мини-машинки зачищаю швы рамки. Сами трубки шлифую наждачной бумагой. Осталось приварить купол к рамке. Для этого подвешиваю композицию вот таким образом. С внутренней части купола просверливаю отверстия. Они нужны, чтобы провести провода по трубкам. Начинаю делать каллиграфическую часть произведения. Для этого перевожу шаблоны на латунный лист. Затем вырезаю детали, комбинируя электро- и ручные ножницы. Также прогреваю детали и выравниваю края машинкой. Размечаю будущие линии загиба. Прочерчиваю их. И делаю ложбинки мини-машинкой. При помощи молотков, наковальни и пассатиж придаю деталям нужную форму.
прошлом ролике я уже показывал, как делал этот цветок. И сейчас я использую его как элемент для данного светильника. На данном этапе я компоную и фиксирую все элементы. Затем свариваю их между собой. Следующий этап – шлифовка. Для этого использую широкий спектр насадок и наконечников. Ну и наконец, последний этап полировки при помощи пасты. Затем обезжириваю поверхность и покрываю акриловым лаком, чтобы защитить металл от окисления. С нижней части трубок завожу провода и соединяю к ним маленький цоколь. В качестве основания использую черный мрамор. Первый образец оказался неудачным, зато второй вышел вполне эстетичным, но и его пришлось немного дорабатывать. Соединяю провода через клемма, которая закрепил к мрамору на двухкомпонентный клей. Замешиваю тот же клей и заполняю все отверстия, чтобы окончательно закрепить всю конструкцию. Ну и наконец заключительный штрих. Нужно прикрепить войлок на нижнюю часть мрамора, чтобы защитить поверхность от царапин. Посмотрим еще раз, что в итоге получилось.